Лаборатория Синтакорп, как всегда, была стерильна, холодна и идеальна. Воздух гудел низким гудением серверных стоек, а вместо окон гигантские экраны транслировали стимуляции рассветов, которые доктор Элая Морган уже не могла отличить от настоящих. Она изучала очередной слепок, цифровую фотографию, сделанную дроном-разведчиком в руинах старого города, первых поселенцев планеты. Задолго до начала проекта FV-136. Миллионы идеальных пикселей, безупречная резкость, алгоритмически выверенная цветокоррекция и полная, всепоглощающая пустота. Эмоциональный отклик 0,3%. Ее голос прозвучал как приговор. Очередной механический дубликат реальности. Никакой глубины. Ее проект по восстановлению утраченных эмоциональных паттернов Humanos терпел крах. Цифровые архивы, эти гигантские библиотеки из триллионов одинаковых стандартизированных изображений были мертвы. Они хранили данные, но не душу, не жизнь. А без этого ее работа, создание психоимпринтов для новых колонистов, была бессмысленной. Они рождались с пустотой внутри, не способные чувствовать тоску, ностальгию, тепло. Все дело в носителе, Элая. Старик Арих, хранитель архива забвенных артефактов, прошептал ей однажды, проводя пальцем по запыленному сканеру вековой давности. Цифра, она математична. Она дробит мир на квадратики, присваивает каждому номер. Она не помнит, она записывает. А вот пленка, она физична. Свет не вычисляет ее, а выжигает в серебре и желатине момент. Навсегда. Именно он тайком вручил ей тот самый артефакт. Не камеру, а реликт. Бронзовый корпус, стеклянный глаз. А внутри таинственный сплав химии и магии, который люди когда-то называли пленкой. Элая отправилась в запретную зону, туда, где еще оставались осколки до цифровой эры. Ее задание было слишком безумным – найти и снять на пленку утраченную эмоцию, тоску по дому. Сердце ее бешено колотилось, когда она, вглядываясь в мутный видоискатель, увидела не экран, а просто стеклышко. Каждый кадр был болезненным выбором. 36. Да, всего 36 попыток, никакого дубля, никакой коррекции, а дальше лишь осознанность и дрожь в пальцах. И тогда она увидела его. Сквозь трещины в марсианском бетоне пробивался луч закатного солнца и падал на забытую первыми колонистами игрушку – плюшевого медвежонка. Это был не просто свет, это была бесконечная градация оттенков, которые не описать хекс-кодом. Это было тепло, которое не симулировать. Она затаила дыхание и нажала на спуск. Обратно она летела как на крыльях, прижимая к груди бесценный артефакт. Но в стерильной лаборатории Синтакорп ее ждал холодный прием. Директор Калдер, человек с глазами, как у сенсорных датчиков, перехватил ее. «Вы нарушаете протокол, доктор Морган. Незаконное использование несертифицированного оборудования. Передайте артефакт». Но вы не понимаете, внутри там не данные, Она пыталась выровнять дыхание. там жизнь. «Жизнь неэффективна. Она не поддается масштабированию». Голос Калдера был ровным, как гул сервера. «Наш мир построен на стандартизации. Ваш артефакт всего лишь аналоговый анахронизм, отклонение от нормы». Он протянул руку. В последний момент Элая выхватила катушку и с отснятой фотопленкой рванулась в старой лаборатории Ариха, той самой, где пахло химикатами, а не озоном и пластиком.
Погоня по сияющим коридорам была похожа на бегство от самой сути этого нового мира, бездушного, идеального и мертвого. Запершись внутри бокса, Элая дрожащими руками начала процесс, который когда-то называли проявкой. Это был не клик по экрану и не движение датчика глаза, это был ритуал. Танец теней в красном свете, магии реактивов, которые раскрывали тайну, скрытую в том, что Арих называл эмульсией. И когда в луче старого лампового проектора на серую пластиковую стену упало изображение, Элая ахнула. Это было не просто изображение, это было окно. Пылинки танцевали в луче света не как пиксели-квадратики, а как живые существа. Оттенки медвежонка, его потертости, каждая ворсинка – все это задышало такой теплой, органичной, несовершенной, живой, той самой утраченной жизнью, что по щекам Элаи покатились слезы. Она чувствовала ту тишину, тот запах пыли и одиночества, ту нежную грусть. И это не просто цепляло, это пронзало насквозь. Дверь с треском взломали, и вошли стражи с Калдером во главе. «Уничтожить это!» — приказал он, указывая на проектор. Вдруг он замолчал, заглядевшись на изображение на серой стене. Его идеально восстановленное в меди, корп, лишенное морщин, лицо исказило гримаса чего-то непонятного. Что-то внутри него, глубоко, в заблокированных подотделах мозга, откликнулось на эту картину. И не сухую цифровую информацию, а на настроение, на душу, вписанную в серебро и желатин. «Что это со мной?» – прошептал он, и в его голосе впервые появилась незнакомая ему трещина. Это не это. Тихо сказала Элая, все еще плача. Это память. Не та, что хранится на диске, а та, что живет здесь. Она тихо прижала руку к сердцу. Они отняли ее у нас, украли, заменив совершенной цифровой подделкой. Они украли наше несовершенство, нашу глубину, нашу человечность. Калдер молча смотрел на плюшевого медвежонка, купающегося в лучах далекого заходящего марсианского солнца. Он завороженно смотрел на единственную, уникальную, физическую копию момента, которую нельзя было скопировать, масштабировать или улучшить. Ее можно было только почувствовать. И в тишине бокса лаборатории павшего цифрового бога среди запаха проявителя начиналось восстание. Не с оружием в руках, а с катушкой старой фотопленки, хранящей единственную, неповторимую, живую